Тема 766. Лавандовое поле. Одна пожилая американская пара после выхода на пенсию решила создать для себя небольшой дополнительный доход, чтобы пожить остаток жизни в свое удовольствие. Купили ферму на острове Вашингтон, штата Висконсин, население острова 660 человек, чтобы немного отдохнуть и поразмышлять над возможными идеями бизнеса. Перебрали с десяток идей, тщательно просчитывая их прибыльность. Оба люди грамотные, в свое время занимали руководящие посты в корпорациях. И выбрали выращивание лаванды. Не потому ли, что в Америке растет спрос на лавандовое масло, как и на прочие натуральные ингредиенты косметики. Но они не просто занялись выращиванием лаванды. Выжимка из него масла, они придумали бизнес с большим доходом. Как повысить доход от травы лаванды? Они стали продавать косметику с добавлением лаванды, и не только. Полный ассортимент вы можете посмотреть на сайте этой фермы fragrantisle.com. Судя по фотографиям из Fachback, адрес этой фермы fachback.com /fragrantisle /Соня, производство полностью местное. Лаванду собирают в июле-августе. Лепестки сначала засыпаются в какую-то установку. Эфирное масло лаванды, а не масло, из лаванды невозможно добыть масло, получают водно-экстракционным путем, как самогон. На снимке и показан самогонный аппарат, только немного усовершенствованный, такие продают производительностью от 2 литров за цикл. Но лаванда, кроме как в Крыму, в других местах не выращивается, даже в Краснодарском крае ее не выращивают. Но, кроме лаванды, есть еще масса эфирно-масляных культур, которые можно культивировать на довольно обширной территории, а спрос растет на большую часть подобной продукции, примерно так же, как и на лавандовое эфирное масло. Так что если кто-то всерьез этой технологией заинтересуется, учитывайте данную информацию. Затем лавандовое масло разливается по баночкам и тестируется. И, как я поняла, здесь же, на ферме, из него создаются кремы, мыло и лосьоны, и здесь же продаются в собственном магазине. А рядом упаковываются посылки для клиентов интернет-магазина, причем, круглый год, а не только летом. Если вы думаете, что создавать косметику в домашних условиях слишком сложно, то вы ошибаетесь. Например, чтобы сварить мыло, достаточно приобрести уже готовую мыльную основу, продается везде, в том числе и в России, и просто добавить туда свои ингредиенты, лавандовое масло или еще что-нибудь ароматное. С лосьонами и кремами, я думаю, ничуть не сложнее. Не зря же на ЕЦ тысячи рукодельников продают самодельные скрабы, кремы и прочие жидкости, в том числе из лаванды. Другими словами, на небольшой ферме можно организовать целое производство лавандового масла и прочей косметической продукции, а почему нет? Ведь на обычной молочной ферме можно делать из молока сливочное масло или сыр и продавать его на местном рынке. Но как раскрутить подобный бизнес? Как раскрутить лавандовый бизнес? Американские пенсионеры поступили очень грамотно, не зря они до этого руководили целыми предприятиями. Они превратили свою ферму не просто в место для выращивания травы, лаванды. Они сделали его местом культурного отдыха и просветительства для людей. Они стали приглашать людей приехать отдохнуть и посмотреть, как они выращивают лаванду и делают из нее масло. К ним на ферму стали приезжать не только частные лица, но и отдельные организации. В 2015 году на лавандовой ферме был проведен первый фестиваль лаванды, который проходил 3 дня и в течение которого была проведена масса мероприятий для гостей, от мастер-классов до концерта приглашенных артистов и местных угощений с лавандой. А совсем недавно основатель бизнеса Эдгар Андерсон принял участие в симпозиуме Herb Society of America, это переводится примерно как «Сообщество растениеводов Америки», где рассказал о своем производстве лавандового масла. И о том, какое замечательное, натуральное и американское получается масло. Конечно, после этого само сообщество будет его рекомендовать в качестве образцового американского производителя лаванды. Сколько потребуется земли для бизнеса? Если посмотреть на участок лавандового фермера, то он не такой уж и большой. Производственные насаждения лаванды занимают около 15 акров, как указано на рисунке. 1 акр – это примерно 4000 квадратных метров.
Как увеличить доход от земли в несколько раз? Я не утверждаю, что вам нужно все бросить и засеять свободный участок в вашей деревне лавандой. Но, как вариант, на своей земле можно выращивать не только картошку или морковь, но и ценные растения, из которого можно сделать высокомаржинальный продукт, который нравится женщинам, самым лучшим покупательницам в интернете, да к тому же находящийся в восходящем тренде и на российской территории. Прибыль создает не только само производство продукта, но и сопутствующие сервисы, возможно, даже в большей степени. Недавно читала историю про одного американского владельца заправки, Флейлчита в Далласе. Он рядом со своей заправкой на 8 гектарах создал настоящее ранчо и превратил заправку в туристический центр. В итоге его заправка приносит ему в 15 раз больше дохода, чем прочие заправки Далласа, $30 миллионов в год. Конечно, предварительно нужно исследовать почву на предмет, подойдет ли она. Но вот насчет климата можно не беспокоиться. Будет ли расти косметическая лаванда в России? Вышеуказанная ферма географически находится севернее Чикаго. И там зимой тоже лежит снег. Климат вполне похож на российский, зимой бывает очень холодно, до минус 30 градусов. Видимо, такой температурный режим, который схож с российскими условиями, лаванды не страшен. Кстати, я смотрела в интернете, в Крыму уже есть лавандовые поля, в том числе и заброшенные, может быть, взять готовые и окультурить. Как сообщила американская семья в одном интервью. Сначала они боялись начинать свой бизнес. А сейчас они жалеют, что не начали его раньше. Сегодняшний их бизнес приносит им гораздо больше прибыли и радости, чем прежняя работа на руководящих постах.